Это совершенно новый кроссовер. И по задумке следующий большой хит Volvo. Он выходит против BMW X3 и Mercedes GLC EQ. И еще важный вопрос. Смогут ли нынешние владельцы Volvo XC60 перейти на первый в истории Volvo EX60? Сейчас разберемся. Покажем экстерьер, интерьер и технологии. Будет и обычная версия, и кросс-кантри. Все, что нужно знать. Будет интересно. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Передняя часть полностью закрыта. Это сделано ради аэродинамики. Коэффициент сопротивления здесь 0,26. Сверху фирменная световая подпись Молот Тора. Matrix LED уже в базе. Опционально доступен Pixel LED. Это более продвинутая HD-версия матричного света. Отличить ее можно по этим двум дополнительным горизонтальным линиям. Нижний блок – это основной модуль фар, а верхний – дневные ходовые огни. Этот цвет называется Forest Lake, зеленый с холодным оттенком. Будут и другие цвета. И, конечно, будет версия Cross Country с дополнительным черным защитным пластиком. Здесь так называемая светлая схема. В нижней части светлый акцент, в остальном черный. И по бокам то же самое. В светлой схеме черный, а в черной схеме полностью черное оформление. Длина здесь 4 метра 80 сантиметров. Это ровно тот же сегмент, что и у BMW X3 и Mercedes GLC EQ. И по габаритам очень близко к Volvo XC60. Но есть важный момент. Колесная база здесь на 10 сантиметров длиннее. Чуть позже посмотрим, как это ощущается в салоне. Колеса 20 до 22 дюймов. Здесь установлены самые большие 22-дюймовые. И обратите внимание, у обычной версии нет пластиковых расширителей колесных арок. Это изменится в версии Cross Country. Еще один интересный момент – безрамочные боковые зеркала. По словам Volvo, они улучшают аэродинамику и, честно говоря, выглядят довольно эффектно. И при этом они еще и увеличивают обзор, зону, которую реально видно. Здесь очень интересное решение с дверными ручками. По сути, обычных ручек здесь вообще нет. Они и не физические в привычном смысле. За панелью есть сенсорная площадка. Нажимаешь, и дверь открывается вот так. Можно спорить о таком решении. Дверные ручки сейчас вообще отдельная тема. В базе здесь стоят частотно-зависимые амортизаторы. Это стандартная версия. Далее адаптивная подвеска. Она доступна для версий с полным приводом. По сути, для версий с полным приводом она уже предусмотрена. И еще будет пневмоподвеска. Для версии Cross Country, которая появится чуть позже. В итоге 3 варианта подвески. Базовая с частотно-зависимыми амортизаторами, то есть пассивная, но уже с адаптацией под дорогу. Средний вариант уже с активными амортизаторами. И дальше пневмоподвеска, совсем скоро. Новый дизайн кормы. Здесь явно чувствуется вдохновение XT60 по форме задних фонарей. Но их сделали более современными, более сегментированными. Идея понятна, что-то новое, но с отсылкой к прошлому. Можно заметить, что сверху форма уже, а ниже шире. Крупная надпись Volvo. И здесь технические обозначения. EX60, P12 и Ultra. Ultra – это топовый уровень оснащения. Здесь уже аудиосистема Bowers & Wilkins и ряд других опций. К интерьеру мы еще вернемся чуть позже. То есть, в первую очередь, это про оснащение салона. Более крупные колеса. Обозначение P12 – это уже про силовую установку. И это максимальная версия. Разгон 3,9 секунды до 100 км в час. Один электромотор сзади, один спереди. Есть и промежуточная версия с полным приводом, а также базовая версия с задним приводом. Там разгон 5,9 секунды до 100. Давайте посмотрим, есть ли здесь передний багажник. Интересная деталь. У Volvo стрелка в логотипе всегда указывает в ту сторону, где именно открывается крышка. И здесь тот самый классический желтый рычаг, как у машин с двигателем внутреннего сгорания. Да, это довольно забавно. Сюда можно положить не только зарядный кабель. Кстати, вот эта желтая линия – это максимальный уровень, до которого можно загружать вещи. Так что да, это реально удобный и практичный багажник. Теперь про батареи, потому что эта модель полностью электрическая. И здесь сразу возникает вопрос, сможет ли она убедить владельцев Volvo XT60 с двигателем внутреннего сгорания или подключаемым гибридом перейти на электромобиль? И могу сказать так, по батареям и зарядке она вполне уверенно держится на уровне BMW X3, она вполне уверенно держится на уровне BMW X3
и Mercedes GLC EQ. Возможно, и Audi Q6 e-tron тоже. Будет очень интересно посмотреть, как дальше развернется эта конкуренция. И, конечно, мы будем держать вас в курсе. Базовая версия с задним приводом и разгоном 5,9 секунды до сотни. Здесь стоит базовая батарея 80 кВт-часов полезной емкости. Мы говорим только о полезных значениях. Далее идет средняя батарея 91 кВт-час. Она стоит примерно 3000 евро. А если прибавить еще около 6000 евро, получаем самую большую батарею 112 кВт-часов полезной емкости. И это уже действительно очень много. Даже больше, чем у основных конкурентов. Если вы не увидите эту версию с самой большой батареей в конфигураторе сразу, во время мировой премьеры, она появится чуть позже. И многое будет зависеть от рынка, какие версии Volvo предложит в разных странах. Так что здесь еще предстоит посмотреть. А здесь у нас как раз батарея на 112 кВт-часов, полный привод, обозначение по 12 и разгон 3,9 секунды до сотни по зарядке. Для младшей батареи до 320 кВт пиковой мощности, для двух более емких батарей до 370 кВт. И вот здесь ручной разъем. Честно говоря, это даже хорошо, и он еще и защищен от дождя. Обычная зарядка до 22 кВт, позже, вероятно, появится версия с 11 кВт для базовых комплектаций. Здесь быстрая зарядка, как я и говорил, 320 или 370 кВт. Зарядка с 10 до 80% занимает 19 минут для самой большой батареи и 18 минут для батареи поменьше. В целом, если посмотреть на автомобиль и просто сложить все факты и цифры, картина выглядит довольно многообещающе. BMW, Mercedes, Audi, Volvo тоже выходит на этот уровень. Очень интересно. И, конечно, в движении мы тоже все это еще проверим и расскажем вам. Но прежде чем мы перейдем к интерьеру, кстати, это первое видео в этом году, которое мы записываем вот так, не заранее, а уже в процессе выхода. И совсем недавно я записал для вас, знаете, такое эмоциональное рождественское сообщение, где довольно откровенно говорил о своих личных чувствах, опыте и неудачах, и потере тоже. И те сообщения, которые я получил в ответ, они были невероятно теплыми. В какой-то момент мне даже захотелось сделать отдельное видео на эту тему, потому что, честно говоря, некоторые из ваших историй реально тронули до слез. Вы делились очень личным, иногда очень тяжелым, своей болью, своей утратой, и делали это внутри нашего сообщества. Я искренне надеюсь, что у вас все хорошо, и что 2026 год будет для вас лучше. Я просто хотел это сказать, потому что вся эта поддержка и все ваши истории действительно очень меня тронули. И, пожалуй, именно поэтому сегодня, находясь рядом с этой машиной, я чувствую гораздо больше позитивной энергии. Спасибо вам. И я надеюсь, что несмотря на все, что сейчас происходит в мире, а многое, мягко говоря, идет не в нашу пользу, мы все равно знаем, здесь есть место, куда можно прийти, быть вместе и разделять эту общую страсть. Еще раз большое спасибо. А теперь интерьер Volvo X60. И снова эти дверные ручки. И здесь есть важный момент. Прямо сейчас большая новость. Начиная с 2027 года в Китае будут запрещены утопленные дверные ручки. Если коротко напомнить историю, раньше ручки были обычными механическими, потом все массово перешли на утопленные, потому что этого требовал китайский рынок. Современный вид аэродинамика, хотя, честно говоря, разница там не самая большая. Затем были инциденты именно с утопленными ручками, и теперь, начиная с 2027 года, в Китае такие ручки запрещены. Volvo, в свою очередь, говорит, что эти ручки не считаются утопленными, потому что они уже выступают наружу, хотя снаружи они все равно не механические. Вот это момент, над которым я бы, пожалуй, задумался. Решение интересное. И Volvo говорит, да, снаружи это выглядит компактно, но внутри это как айсберг. Послушайте, под поверхностью там реально большой механизм. И по словам Volvo, пожарные могут прикладывать к нему значительные усилия. Интересно и то, что изнутри ручка уже механическая, снаружи электрическая, а изнутри вы тянете ее вверх, и это уже чистая механика. И это критически важно. Во-первых, она находится всегда в одном и том же месте. А во-вторых, если что-то вдруг откажет, у вас все равно остается механическое открывание изнутри. И это, пожалуй, самое главное. Здесь светлая схема оформления, есть и темные варианты, сверху мягкий пластик, и здесь тоже мягкий. Вообще мягкие материалы здесь повсюду. Качественный кожзам, Volvo называет его Нордика. И вот здесь тоже он.
Это не просто черный жесткий пластик. Могу прямо продавить пальцем. Материал реально мягкий, и это очень приятно. Это не ткань, не что-то вроде фетра, по ощущениям снова кожзам. И это действительно классно. Единственный жесткий элемент – вот эта внешняя накладка. Лично для меня нормально, смотрится вполне уместно. По аудиосистемам. Либо Bowers & Wilkins – это опция, или часть комплектации Ultra – 28 динамиков. Либо Bose, она идет в базе. Примерно 21 динамик. И еще момент, двойные стекла, ламинирование, по словам Volvo, идет уже с базовой версии. Цены, кстати, будут очень интересными, совсем скоро. А теперь первое впечатление от кокпита. Здесь снова увеличенные цифровые приборы, первый взгляд, руль, да, вот он, кокпит, извините, да, все нормально. Экраны расположены довольно далеко. И по сути частично заменяет проекционный дисплей. Руль в двухцветной схеме. И, наконец, возвращение настоящих кнопок, да. Именно за это мы всегда боремся. Чтобы реальные кнопки возвращались в интерьер. И это снова сиденье Nordica, качественный кожзам с перфорацией, доступны разные цвета. И есть несколько вариантов сидений. Чуть позже мы еще посмотрим, что предлагает версия Cross Country. Здесь сиденье с перфорацией и вентиляцией, то есть и подогрев, и охлаждение. Есть и базовый вариант из Nordica без вентиляции сидений, но эта версия, конечно, покрывает все. При этом Volvo по-прежнему предлагает и натуральную кожу, как опцию. Здесь можно удлинить переднюю часть подушки. Это хорошая эргономика, сиденья реально удобные. В целом ощущение как в гостиной, скандинавской гостиной. Мы знаем, что, например, в Дании, в Швеции и вообще в Скандинавии к интерьеру относятся очень внимательно. И здесь это четко чувствуется. Теперь про стеклянную крышу. Мой рост 1,89 м, вот так это выглядит. По бокам пространства чуть меньше, но запаса по высоте все равно достаточно. Стеклянная крыша фиксированная и идет в базе. Чуть позже расскажу о ней подробно. Но первое впечатление комфортно, приятно. Очень скоро я, конечно, проведу сравнение с Mercedes GLC EQ и BMW iX3. Это будет действительно важно. И вот, интересно. Даже сам экран здесь, если присмотреться, он слегка изогнут. Давайте посмотрим на это внимательно. Добро пожаловать в нашу новую скандинавскую гостиную. Вот мы и здесь. Коротко про стеклянную крышу. Она всегда фиксированная, открыть ее нельзя. Есть цифровая шторка, с которой мы уже сталкивались несколько раз. Но она по сути не сильно влияет на нагрев салона. Скорее это визуальный эффект. Лично я не самый большой ее поклонник. Я бы скорее выбрал либо полностью закрытую крышу, либо такую, которую реально можно открыть. Хотя, с другой стороны, открывающиеся крыши тоже имеют свои нюансы. Скрипы, уплотнение, все это. Так что в целом я скорее сторонник либо кабриолета, либо обычной закрытой крыши. По крайней мере, так мне всегда говорит мой механик по соседству. Но вернемся к передней части интерьера. Если вдруг кажется, что с глазами что-то не так, все в порядке. Экран действительно изогнут, но наружу. Обычно экраны делают наоборот, изгибают внутрь, а здесь в сторону салона. Поначалу это может выглядеть немного необычно, но у этого есть смысл. Так и водитель, и пассажир лучше видят, что происходит на экране. Например, к элементам управления климатом проще дотянуться с любой стороны. Так что если посмотреть на интеграцию, логика здесь есть. Это что-то новое. Экран 15 дюймов. И обратите внимание, здесь используется горизонтальный формат, а не вертикальный, как раньше. И здесь снова очень красивые материалы. Например, ткань в стиле гостиной, вот здесь сверху в зоне подушки безопасности. А здесь матовое дерево, типичный приятный скандинавский стиль Volvo. Вы даже слышите, как я к этому отношусь. Мне это реально нравится. Думаю, на такой цветовой комбинации я бы сразу остановился. Скажем, Thomas Blue или спокойный серый снаружи, что-то в этом духе. Снова видим динамики аудиосистемы Bowers & Wilkins в передней части. Рядом цифровые приборы 11 дюймов. И они здесь очень широко разнесены. Именно поэтому Volvo и говорит, что проекционный дисплей здесь не нужен. У нас было что-то похожее в BMW iX3 с системой Panoramic Vision, но там проекцию все же предлагали как опцию. Лично я могу спокойно обойтись без нее. Мне кажется, это работает. Хотя, конечно, кому-то проекция все же нужна. И здесь ее не будет. Но, как я уже говорил, настоящие кнопки вернулись на руль. Можно ими управлять.
и есть характерный щелчок. Вот так. Вправо, влево, вверх, вниз. Левая сторона для круиз-контроля и, например, для активации Gemini. Gemini встроен в этот автомобиль. Это дает более естественное голосовое управление, примерно как при общении со смартфоном. С правой стороны управление информацией на цифровых приборах. Я могу прямо переключать это здесь. Например, вывести карту или оставить более пустой экран. Или посмотреть системы помощи, все это доступно. Здесь снова качественный кожзам, очень мягкий для локтя. Эта часть не откидывается. Но вот эту секцию можно сдвинуть наружу вот так, а затем сдвинуть и эту назад. Подстаканники с адаптивными фиксаторами или без. Лия, думаю, оценила бы это место, например, для сумки. Здесь тоже мягкая фетровая отделка. И еще один момент, здесь нет классического бардачка, вместо этого общий бардачок по центру, аккуратная отделка, фетр слева и справа. И я практически не вижу здесь глянцевого черного пластика, он есть только на экране. В остальном, черного жесткого пластика почти нигде нет. И именно поэтому появился этот общий бардачок в центре. Открывается вручную вот так. Очень интересное новое решение. И, честно говоря, он получился довольно вместительным. Здесь еще одно разделение по зонам. Смартфон можно положить сверху, это индукционная зарядка с вентиляцией. А вот здесь место для двух USB-C. Кабель можно провести вот так, и при этом закрыть крышку, оставив кабель сверху. Так тоже можно. Физические элементы, да, на руле, переключение режимов Drive, Reverse и все. А P отдельно сбоку. Здесь же регулировка громкости. И переключение трека вперед и назад, все это по-прежнему доступно. Блок климата прямо здесь, и на мой взгляд он стал лучше, чем раньше. Потому что теперь, в отличие от ES90 и EX90, он расположен на первом уровне. То есть к нему легко дотянуться, он крупный и им реально удобно пользоваться. Здесь же подогрев сидений и вентиляция сидений. Тоже быстрее, проще и нагляднее. Весь автомобиль построен на новой платформе SPA3 с использованием мегалитья. В основном в задней части. Использует один крупный алюминиевый элемент. Возможно, вы знаете это под названием гигакастинг, как его называет Tesla. Идея в том, что множество деталей объединяются в одну. Условно, 100 элементов становится одним. Это дает больше жесткость, лучшую экономику и снижение массы. Очень интересный подход. И, конечно, здесь новое железо и новый софт в системе мультимедиа. В целом все это выглядит довольно приятным. Левая колонка меню здесь по сути адаптивная. Когда вы стоите, она одна, когда едете, другая. В нижней части есть быстрые кнопки, например, вот здесь интеллектуальный ассистент скорости. Нажали и готово. Так можно довольно быстро отключить европейский звуковой сигнал превышения скорости. Система действительно адаптивная. При переходе в спортивный режим или режим полного привода настройки уже меняются. Базовая подвеска на режимы движения не реагирует. А вот пневмоподвеска опять же меняет свои настройки в зависимости от выбранного режима. Руль я тоже могу настроить отсюда, но фактически делается это через кнопку на руле. Такой Tesla-подобный подход. С одной стороны можно сказать, что это сложнее. С другой, все сохраняется в вашем пользовательском профиле. И когда вы садитесь в машину, она автоматически настраивается под вашу сохраненную позицию. Конечно, здесь есть интеграция Google Maps. Работает быстро, очень отзывчиво. И что важно, перестроение маршрута с учетом зарядных остановок происходит автоматически. Смартфон для этого не нужен. Но при желании его все равно можно подключить. Потому что Apple CarPlay здесь тоже доступен. Так что выбор у вас есть. Что касается реального запаса хода, в контексте зарядных остановок и всего остального. Я пока еще не ездил на этой машине с самой большой батареей, но мы можем опираться на опыт конкурентов, на средние реальные расходы у электромобилей и, конечно, на коэффициент аэродинамического сопротивления и другие параметры. И на данный момент я бы закладывал примерно следующее. Если ехать в нормальном темпе по трассе, не только 100 км в час, а чуть быстрее, скажем 120-130 км в час, то речь идет примерно о 500 км реального запаса. Плюс-минус. Я всегда стараюсь давать скорее консервативные оценки, потому что официальные цифры почти всегда слишком оптимистичны. По циклу WLTP для этой версии заявлено более 800 км. Такого результата можно добиться при спокойной городской езде. Но на трассе, на более высоких скоростях картина будет другой. В любом случае мы, конечно, очень скоро вернемся к этой теме уже с реальными данными. Быстро вернемся к сидению.
Я уже показывал подогрев и вентиляцию с перфорацией. Вентиляция реально работает. Материал приятный на ощупь, и по эргономике все сделано очень грамотно. Если теперь сравнить этот интерьер с основными конкурентами BMW X3 и Mercedes GLC EQ, то у каждого своя философия интерьера. И на мой взгляд это хорошо. У покупателя есть выбор, и машины не выглядят одинаково. У каждой из них есть свои сильные стороны. Что касается атмосферы кокпита, мне очень нравится эта светлая скандинавская атмосфера с деревом. Есть и темная схема, да, выбор есть, но с точки зрения дизайна мне это действительно близко. Интерьер выглядит чисто и спокойно. У Mercedes, я бы сказал, есть некоторый перебор с экранами. BMW X3, наоборот, более футуристичный, с Panoramic Vision и другим форм-фактором экранов. Но у всех есть что-то свое. Если говорить именно о комфорте сидений, то здесь картина такая. Лучшие сиденья у BMW X3, здесь Volvo тоже очень хорошо, а вот GLC EQ я бы поставил на третье место. И если сравнивать материалы без использования кожи, то у BMW они даже немного мягче, чем здесь у Volvo. Но при этом я все равно аплодирую Volvo. Весь этот интерьер выглядит по-настоящему премиально. Фактически уровень люкса. И все, что вы видите здесь, в этой версии, полностью без использования натуральной кожи. И это еще раз доказывает. Если бы вы не знали об этом заранее, вы бы никогда не догадались. Потому что материалы приятные, мягкие и с ними комфортно жить. Плюс подогрев, вентиляция сидений и все остальное. Я очень жду, когда смогу проехаться на этой машине. А теперь давайте посмотрим на задний ряд сидений. Как вы помните, колесная база здесь на 10 см длиннее, чем у XC60. И это должно давать больше места для ног. И да, это чувствуется. Посмотрите сюда. Даже если сижу сам за собой, как высокий водитель. И снова обратите внимание. Сзади сидений все аккуратно закрыто, все обшито. И если говорить о немецких конкурентах. У BMW X3 они действительно подняли качество интерьера. Но у некоторых других современных немецких моделей, наоборот, качество местами стало ниже. И здесь, как мне кажется, Volvo многое взяли у своего китайского владельца Geely. Они посмотрели, что происходит на китайском рынке, там продают автомобили по не самым высоким ценам, но с полностью мягкой отделкой, без дешевых материалов. И здесь эта логика четко прослеживается. При этом важно понимать, этот автомобиль производится в Торсланде. Мы сейчас как раз здесь, недалеко от Гетеборга, в Швеции. Это шведская разработка. Да, конечно, есть поставщики из Китая, как и у всех. Батареи и так далее. Но сам автомобиль собирается здесь, в Швеции. И все, что касается мегалитья и прочих технологий, все это делается здесь. По запасу места над головой, сзади тоже все в порядке. Мой рост 1,89 м. В салоне светло, приятно. Задние двери тоже полностью обшиты. И здесь двойные боковые стекла с ламинацией. Здесь снова та же логика. Электрическое открывание и механический аварийный привод. Также можно электрически регулировать угол спинки вот так. Можно сделать чуть более вертикальной или наоборот сильнее откинуть назад. В зависимости от того, нужно ли больше места для багажа или просто хочется расслабиться. В любом случае удобно. Вы видите батарею в полу. Но так как это кроссовер, пол здесь не слишком высокий. Ноги не задраны вверх. Посадка комфортная, угол хороший. Есть подогрев сидений для заднего ряда и отдельный климат-контроль. Здесь сенсорное управление, только сенсор. А вот этот нижний элемент можно снять, чтобы вытянуть его вперед. Два USB-C разъема. Можно опустить подлокотник. Изофикс по краям аккуратно закрыт, примерно так же, как сейчас делает BMW. Подлокотник очень широкий. И здесь есть подстаканники с фиксаторами, чтобы напитки не проливались. В целом очень хороший комфорт. И потому как все сделано, по качеству сборки материалов видно. В этот автомобиль вложили много усилий и времени, определенно. Но насколько здесь вообще практичный багажник? Давайте посмотрим. Здесь 520 литров до этой линии. А если загружать выше, 630 литров вот до этого уровня. Похоже, это стандартная шторка, направляющая по бокам. И она, кстати, помещается
Здесь даже остается место для чемодана. По размерам длина примерно 1 метр, ширина чуть больше 1 метра. Это на самом деле очень неплохо, около 70 сантиметров. Интересная деталь. Нижняя часть пола открывается раздельно, вот так и вот так. Сюда помещается не только зарядный кабель. Идея в том, что можно, например, оставить пол вот так и поставить здесь клетку для собаки. При этом нижний отсек остается доступным. Или, скажем, поставить сюда растение, когда едете из Икеи или куда-нибудь еще. Не то чтобы я думал о конкретном операторе камеры, который бы так сделал, но идея на самом деле очень удачная. Полностью вынуть этот элемент нельзя. Можно только зафиксировать его в таком положении вот так. И в принципе с этим можно жить. Еще один элемент. Верхнюю полку можно снять вот так. И затем убрать ее под пол. Это действительно практично. И тогда можно использовать весь объем багажника по максимуму. Кстати, если говорить о полной высоте, когда вы используете вот это вертикальное положение, она составляет примерно 1 метр 5 сантиметров. Тоже полезно знать. Возвращаемся к другим функциям. Вот, пожалуйста. Здесь электрическое складывание, или точнее электрический привод. Вот так. И затем все аккуратно и плавно раскладывается. Не нужно ничего дожимать вручную. Так, отлично. Общая длина здесь примерно 1 метр 80 сантиметров. В целом очень удобный и практичный объем. Ну что, как вам? По буксировке. 2 тонны или 2,4 тонны для версии с полным приводом. О да. Лия уже готова показать адаптивный фаркоп. Вот он. Я знаю, что вокруг этой функции всегда много обсуждений. Иногда мы даже делали небольшие ролики или шортсы с этим элементом. И люди начинали активно предлагать свои версии, что они здесь видят. Но я сейчас ничего говорить больше не буду. Здесь же в багажнике есть 12-вольтовая розетка. И еще один момент. Если у вас версия с полным приводом, передний электромотор может отключаться для повышения эффективности. Это тоже интересно. А если вы выбираете внедорожный режим, происходит обратное. Тяга распределяется примерно 50 на 50 между передней и задней осями. Для лучшей тяги, лучшего сцепления и большей уверенности на бездорожье. Ну и, конечно, остался вопрос цены. И вот здесь становится действительно интересно. Особенно на фоне конкурентов. У меня здесь есть немецкие цены. Базовая версия 63 тысячи евро. Это младшая батарея и задний привод. Далее примерный плюс 3000 евро за батарею среднего уровня. Если честно, с точки зрения цены и возможностей, это, пожалуй, самый сбалансированный вариант. Но если нужен максимальный запас хода, то еще плюс 6000 евро, и вы получаете самую большую батарею на 112 кВт-часов. А если брать эту большую батарею вместе с полным приводом, который здесь идет автоматически, и в комплектации Ультра, то есть в том виде, в котором вы видите автомобиль сейчас, цена составляет 79 тысяч евро. И это уже примерно тот же уровень, что и у BMW X3. Mercedes GLC EQ может быть чуть дороже, но там многое зависит от комплектации. При этом здесь уже очень многое входит в стандартное оснащение. И приятно, что Volvo сразу предлагает 3 варианта батарей в зависимости от ваших задач. По моему опыту, обычно имеет смысл выбирать большую батарею. Особенно если это автомобиль, который будет вашим основным для города, но и для дальних поездок тоже. Поэтому лично я скорее склонялся бы именно версии с большой батареей. Если выбрать версию Cross Country, это добавляет примерно 3000 евро к цене, но при этом пневмоподвеска уже входит в оснащение. Так что давайте посмотрим на Cross Country прямо сейчас. И вот он, Volvo EX60 Cross Country в цвете Frost Green. Вы видите здесь зеленый. Я, честно говоря, не совсем уверен, но цвет все равно выглядит довольно классно, не правда ли? Отличие версии Cross Country начинается вот здесь. В нижней части алюминиевые защитные элементы.
Это довольно необычно и выглядит особенно. Здесь же надпись Cross Country. Далее другие колесные арки, они шире, и это уже хорошо заметно отсюда. Плюс классическая пластиковая защита по периметру. Вот этот элемент, кстати, сделали немного длиннее. И это даже помогло с точки зрения аэродинамики. Интересно, правда? Иногда именно мелкие детали играют роль. И дело не только в более широких арках. Колея автомобиля тоже стала шире и спереди, и сзади. Здесь стоят 21-дюймовые колеса черного цвета, 22-дюймовые для этой версии не предлагаются. 20 дюймов базовый вариант. Эти колеса, кстати, доступны и в светлой схеме, так что не обязательно выбирать черные. Сзади снова свои отличия. Уникальное оформление нижней части бампера с крупной надписью Cross Country и серебристый контраст внизу, чтобы подчеркнуть этот характерный стиль. И здесь сверху снова логотип Cross Country. И, кстати, небольшое задание для вас. Попробуйте сказать Cross Country 5 раз подряд очень быстро. Я не буду делать это на камеру, потому что, хотя может попробовать. Cross Country, вот именно. Теперь про технологии. Для версии Cross Country пневмоподвеска идет исключительно и без альтернатив. Что это значит по клиренсу? В стандартном режиме дорожный просвет на 2 см выше, чем в обычной версии. Но если ехать быстрее 60 км в час, кузов опускается до примерно того же уровня. А если скорость еще выше, то автомобиль может опуститься даже ниже, чем в стандартной версии. Именно поэтому официальный запас хода по циклу WLTP почти не отличается. Пневмоподвеска компенсирует это за счет изменения высоты на ходу. А если включить внедорожный режим, когда покрытие неровное и условия сложнее, подвеска наоборот поднимается еще на 2 см. То есть в режиме Off-Road вы получаете плюс 4 см клиренсу по сравнению со стандартной версией. Это уже для легкого бездорожья, мягких грунтов и подобных ситуаций. Версия Cross Country будет доступна только с полным приводом. Начальной конфигурации P10, и мы также ожидаем, что позже появится версия P12 для Cross Country. Интерьер здесь, пожалуй, еще интереснее, потому что Volvo сделали кое-что действительно уникальное. И, честно говоря, это один из моих личных хайлайтов сегодня. Прежде всего, это темная схема оформления. В контраст к светлой, которую мы видели раньше, но при этом это не просто черный. Здесь используется глубокий темно-синий тон, navy и снова качественный кожзам. Вот этот элемент, это по сути единственный черный пластиковый элемент. Но и он, кстати, мягкий на ощупь. Руль здесь полностью черный, без двухцветной схемы. Матовая древесина тоже есть, но снова в этом темно-синем navy оформлении. Смотрится очень красиво. Коврики с надписью Cross Country и, наконец, сиденья. Это, пожалуй, главная изюминка. Внутренняя часть ткань, снаружи кожа. Кстати, здесь используется около 70% переработанных материалов. Передняя часть снова кожзам. И даже подголовники выглядят очень эффектно. Давайте посмотрим на комфорт. На самом деле он здесь очень хороший. Похоже, даже для тканевых сидений доступна вентиляция. Это реально классно. И вот тут начинаешь задумываться. Может быть, именно Cross Country самая желанная версия? Смотрите. Пневмоподвеска уже есть. Более выразительный экстерьер есть. На скорости машина опускается, на бездорожье поднимается. И при этом вентилируемые тканевые сиденья. Да, не всем нравятся тканевые сиденья, но должен сказать, они очень удобны. По ощущениям, эргономика такая же, как у остальных версий. Но субъективно они кажутся даже чуть более комфортными. Давайте посмотрим на остальные детали кокпита чуть внимательнее. Должен сказать, мне это нравится. Не знаю, насколько это видно в кадре, но у этого интерьера есть кое-что особенное. Как я уже говорил, здесь также доступны сиденья из качественного кожзама с перфорацией и вентиляцией, но уже в темной схеме, например, полностью черной. Так что вариантов достаточно. Можно посмотреть в конфигураторе. Кстати, что я здесь заметил? Сам руль по форме довольно небольшой. Не уверен, насколько это видно на камеру. Но для такого крупного автомобиля он реально компактный. И интересно будет понять, как это ощущается уже в движении. И мне очень нравится эта navy схема.
с темно-синим оттенком. А ткань или это фетр? В нижней части здесь выполнен, например, в черном цвете. И снова центральная консоль. Для съемки в студийных условиях она, возможно, не выглядит так выразительно, потому что здесь меньше света. Но когда мы сможем проехать на этой машине совсем скоро и показать ее вам днем, в реальных условиях, впечатление может быть другим. Лично мне кажется, что обе схемы интерьера выглядят очень привлекательно. А вы как думаете? Как я уже говорил, версия Cross Country стоит примерно на 3000 евро дороже. Но за это вы сразу получаете пневмоподвеску. Так что, возможно, это вообще самая желанная версия. А что бы выбрали вы? Обычный EX60 с какой батареей? Или все-таки Cross Country? Напишите в комментариях, какая конфигурация была бы вашей. Ну а теперь самое время сравнить этот автомобиль с BMW X3 и Mercedes-Benz GLC EQ.